Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом вкуснейшей выпечки – печеные пирожки с вишней. Этот рецепт стал одним из моих любимых. Тесто настолько мягкое, нежное даже на следующий день и очень простое в приготовлении. Начинка кисло-сладкая не растекается при выпечке. А теперь подробнее. Начнем с приготовления теста. Нам понадобится молоко, мука, сахар, сливочное масло, сухие дрожжи. В миску наливаем теплое молоко, всыпаем сахар, перемешиваем, чтобы сахар растворился. Добавляем чайную ложку с горкой сухих дрожжей, перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 10-15 минут. По истечении времени проверяем. Дрожжи взялись шапочкой, добавляем соль, растопленное сливочное масло. Оно должно быть теплым, не горячим. Перемешиваем. Постепенно вводим муку и замешиваем тесто. У меня ушло ровно 300 грамм муки. Сначала замешиваем венчиком, затем руками. Стол припыляем мукой и вымешиваем тесто минут 5. Оно получается мягкое и слегка липковатое. Убираем его в миску, накрываем полотенцем и отправляем в теплое место примерно на 1,5 часа. Тем временем приготовим начинку. Начинку можно брать абсолютно любую. У меня сегодня вишня. Нам понадобится вишня, сахар, крахмал и сливочное масло. Вишню можно использовать как свежую, так и замороженную. У меня замороженная, я разморозила и убрала косточки. Добавляем сахар, его количество можно регулировать, зависит от сладости ягод. У меня вишня шпанка, она очень сочная, поэтому часть сока я перелила в пиалу и смешала с кукурузным крахмалом. Его можно заменить на картофельный. Количество крахмала также зависит от сочности ягод. Я добавила 2 столовые ложки. Если сока вишни недостаточно, можете заменить его на 50 мл воды. Вишню ставим на огонь и даем ей закипеть. После закипания вводим крахмал, который смешали с соком. Готовим постоянно, помешивая до загустения. На это уйдет не более минуты. Как видим, начинка загустела прямо на глазах. Начинку я приготовила заранее. Перед формированием пирожков ее нужно обязательно охладить. Убираем вишню с огня и добавляем сливочное масло. Перемешиваем, начинка готова. Подошедшее тесто выложить на слегка припыленную мукой рабочую поверхность. Обминаем и разделяем на 10 равных частей. Каждую часть подкатываем в шар. Накрываем пищевой пленкой либо полотенцем, чтобы тесто не заветрилось. Берем по одному шарику и раскатываем в тонкую лепешку. В центр кладем по 2 чайные ложки начинки. Хорошенько защипываем. Старайтесь, чтобы место защипа не было испачкано в начинку. Когда я первый раз готовила такие пирожки, у меня они абсолютно все пораскрывались во время выпечки. Поэтому теперь я их защипываю следующим образом. Так они точно ни за что не раскроются. Результат вы увидите в конце видео. Формируем таким образом все пирожки. Кладем пирожок на противень, засланный пергаментной бумагой, швом вниз. Накрываем полотенцем и снова даем им постоять минут 20.
при комнатной температуре. Тем временем подготовим штройзель. Это такая посыпка для булочек. Нам понадобится мука, сливочное масло и сахар. К муке добавляем сахар, вводим сливочное масло, лучше брать холодное, так крошка получается мельче. Растираем руками. Я пока убираю в холодильник. Возвращаемся к пирожкам. Смазываем каждый куриным желтком. Посыпаем крошкой. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 20-25 минут. Готовым пирожкам даем полностью остыть и подаем к столу. Тесто просто бесподобное, оно настолько мягкое, нежное, как пух. Даже на следующий день они остаются такими же. Начинка имеет насыщенный вишневый вкус, кисло-сладкая и самое приятное, ни в одном пирожке начинка не вытекла. Покажу наглядно. Это очень вкусный и удачный рецепт домашней выпечки. Уверяю, на одном пирожке вы не остановитесь. Начинки, конечно же, можно менять по своему вкусу. Друзья, жду ваши комментарии, отзывы по данному рецепту. Если он вам понравился, делитесь в соцсетях. А если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой!